Здравствуйте, Екатерина Васильевна. Спасибо большое, что вы пришли на съемку интервью в рамках проекта «Жить, поддержим друг друга». Врач-педиатр. Расскажите о себе, пожалуйста, в каком центре вы принимаете и сколько лет вы в профессии? Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что позвали меня. Мне есть что рассказать. Я врач-педиатр, я уже 20 лет в профессии, больше 20. На данный момент я буду принимать в клинике «Док-Дети». И еще я работаю в инфекционном стационаре. Пытаюсь совмещать видео Инстаграм. В общем-то, вся моя профессия связана с педиатрией. Было 2 декретных отпуска. Это производственная практика. Ну и все, пожалуй. Наша тема сегодняшняя – это тема онкологии. Насколько она вам близка? Она мне близка, очень близка, потому что я сама была пациентом онкологическим. И, к счастью, я отделалась, можно сказать, легким испугом и благоприятный исход, но этапы очень тяжелые я прошла. Вы можете рассказать, пожалуйста? Это очень важно и нужно, когда люди видят примеры действительно положительного, хорошего исхода в онкологии. Да, конечно. Это был 2011 год, март. 9 марта день рождения моего старшего сына, мы 6 лет ему отметили, а я была уже на 4-м месяце беременности вторым сыном. И 10 марта меня положили в больницу экстренным образом, прооперировали, у меня случился аппендицит. И когда уже выписывали меня, пригласил к себе хирург и сказал, что в удаленном аппендиксе нашли нейрогормональную опухоль, карциноид аппендикса. И нужно идти дальше к онкологам, потому что они свою работу сделали. Конечно, узнать об этом во время беременности, желанной беременности и пережить эту информацию было очень тяжело. Ну, конечно, я пошла обследоваться. Был печальный опыт, когда первый онколог сказал: ну, что вы переживаете? Сейчас аборт сделаем, кишечник удалим, химия, лучевая, и все будет хорошо, ну, если выживете. Безумие. Да, поэтому пережить этот момент, хорошо, что был рядом муж. Я не знаю, конечно, он человек очень неэмоциональный, но за руку он меня держал крепко и сказал: мы справимся. Но потом был другой онколог, врач-химиотерапевт, и я ей благодарна очень, потому что она сказала: так, во-первых, не переживай, по анализам все неплохо, рожаем, сохраняем, жалоб сейчас нет. Потом приходишь ко мне еще разок. Дома, конечно, было тяжело, потому что не было никакой информации, но ее, в принципе, очень мало. Ты не знаешь, куда, даже я, врач, человек с медицинским образованием, я не знаю, в какую дверь мне стучаться. Нет никакой психологической поддержки, нет никаких-то сайтов, где бы это описывалось. То есть приходилось информацию собирать по крупицам, и это Москва. Ну, как-то у меня все сложилось. Случайно я посмотрела фильм, он называется «Секрет». И там была такая фраза, что если ты чего-то хочешь, то ты обязательно этого получишь. У меня было одно единственное желание — это жить. Хотя мужу я сказала: так, я рожаю, детей воспитываешь, все, деньги есть, я заработала. Вот. Но был какой-то момент, когда я поняла, что если я не захочу, я и не справлюсь. И я справилась. И после вот этого фильма как-то я поверила в себя, в свои силы, что, в общем-то, малыш во мне развивается, растет, все хорошо, все показатели в порядке. Мне разрешили рожать, и стало легче. Но это тяжелый путь, потому что не было вот этой поддержки. Может быть, если бы была какая-то поддержка извне, но не только мужа, потому что ему самому, наверное, было плохо, он плохо понимал, что делать, и сам был очень растерянный. Родился мальчик,
здоровый, все в порядке. Мне разрешили кормить, опять же, спасибо Серьезно? врачу-онкологу, да, химиотерапевту. Она говорит, давай кормим. Да, в общем-то, до года ребенок был на грудном вскармливании, все в порядке. Здоровый парень, вот ему уже 10 лет. Я сдавала все анализы регулярно, проходила обследования, которые были связаны с моим диагнозом. И когда я на контрольный прием пришла к другому онкологу, он сказал, ну, ты знаешь, я веду людей именно с заболеваниями как раз нейрогормональными, в том числе карциноид, потому что он развивается обычно в типичных местах, вот в аппендиксе, но может быть где угодно. И выживаемость очень низкая, потому что эту опухоль диагностируют только уже постфактум, на вскрытии. И мой ребенок, который спровоцировал аппендицит, который удалили обычные хирурги в обычной больнице, просто это, наверное, какие-то чудеса. Просто мне очень повезло. Хотя я была готова, и перспективы после родов, что все-таки, возможно, будут метастазы и обследования. То есть я была готова, что какие-то будут манипуляции, я к этому пришла. Но мне повезло. Ну, это потрясающе. Да, это какая-то удача, которая дальше помогала мне жить. И врач в институте Герцена сказал, ну смотри, 2 года уже прошло, все в порядке, анализы идеальные. Я тебя записываю в группу везунчиков. Поэтому вот сидишь тут передо мной такая молодая, красивая, и иди отсюда. Ну, соответственно, я каждый год прохожу обследование, я контролирую уровень анализов, которые мне показаны, потому что никто не гарантирует, что ничего не повторится. Ну вот я до сих пор жива, здорова, работаю. И дай бог будете долго еще работать. Я очень хочу, искренне. потому что, да, я люблю приносить пользу, и моя работа, наверное, самая чудесная работа, врач-педиатр. По работе с детьми вы сталкивались с онкологией? К сожалению, у меня был один случай, к счастью, он был всего один, но он был. Ко мне пришли пациенты, мальчик с синдромом Дауна, он перенес вирусную инфекцию и никак не мог восстановиться. И родители пришли просто еще раз посмотреть, мы сдаем анализы, а там очень серьезные изменения, говорящие о том, что здесь есть заболевание крови. Мы пригласили снова на прием, подготовили их как можно быстрее. Мы их госпитализировали в Морозовскую больницу, и у малыша подтвердился острый лейкоз. Мы с мамой какое-то время были на связи, да, они получали терапию. Малыш стойко ее переносил. К сожалению, потом связь прервалась. Я не знаю судьбу дальнейшего ребенка, но мы сделали все, что мы могли. Мы всем отделением разговаривали с этой мамой, с папой. Мы все вместе и плакали, и объясняли, какие исходы, что тянуть нельзя, нужно обязательно. Мы согласовали. Но, на мой взгляд, все равно это такая поддержка очень маленькая. Здесь бы нужно было подключать еще кого-то, не только врачей, потому что ситуация и так непростая, малыш особенный, и тут еще такая напасть. Но я надеюсь, что у них все хорошо, и потом я созванивалась с докторами Морозовской больницы, они сказали, что прогноз благоприятный, мы все сделали вовремя. Но дальше историю я не отслеживала. И мой папа сам скончался, он уже, у него тоже был рак. Он жил в регионе, и большие проблемы были с доставкой медикаментов. Приходилось ему из Москвы заказывать, туда отправлять. Чтобы попасть к онкологу на прием, это практически квест, попади к врачу. Это очень... Вот там онкологическая служба, конечно, не поставлена на должный уровень. И это печально, потому что в регионах онкобольных тоже очень много. У нас был пример, когда и врач, и пациент рассказывал о той, на самом деле, феноменальной поддержке, которая оказывается в Москве. Но об отсутствии поддержки в регионах мы действительно еще ни разу не говорили. Я, опять же, по себе могу сказать, у меня мама тоже из региона, да, и мы в регионе лечились, и в подтверждение ваших слов действительно, это непростая ситуация. Нам как раз в регионе сказали о том, что у нас неизлечимая, неоперабельная опухоль. В Москве спасли. Как, на ваш взгляд,
Что нужно сделать, чтобы в регионах тоже был такой же уровень медпомощи, помимо финансирования? Есть ли какая-то, ну, скажем, может быть, это не столько проблема, сколько предпосылки, может быть, да, к чему, почему так происходит в регионах? Финансирование при прочих равных выделяется, но это действительно проблема. Как врач больше, наверное. Ну, здесь еще я бы сказала, что страдает вопрос профилактики, и люди не обследованы в регионах, и у них не отрегулирован этот вопрос диспансеризации. Как-то это все немножко с позиции попустительства происходит. И когда у людей что-то происходит, они не знают, к кому идти. Может быть, не до конца до врачей донесена информация, и они какие-то моменты упускают. Нет коллегиальности, хоть я и говорю, это немножко жестоко звучит, но на самом деле это так. И внутри врачебной среды вот этой преемственности очень мало. Ну, кстати, это на самом деле действительно решаемо, так если в глобальном смысле. Но это действительно может помочь. Мы об этом не говорили. Да, и мне кажется, сейчас в нашу эпоху онлайн-платформ было бы круто, если бы была какая-то именно онлайн-площадка, куда можно было бы человеку, а сейчас это в принципе для всех возможно, у всех есть элементарно смартфоны, либо у пожилых людей есть дети, у которых есть смартфоны или ноутбуки, где можно выйти в онлайн-консультацию, по крайней мере, отправить какие-то скрины анализов, получить направляющие какие-то, что делать, и стоит ли переживать, и нужно ли приехать на обследование. Плюс там будет какая-то поддержка людей, либо успокоит, что ничего страшного, либо наоборот скажет: ребята, собираемся и вперед. Время теряем. Вот это было бы очень нужно. Да, алгоритм получается. Алгоритм, как действовать, Да. в какой ситуации, да, с одной стороны. Да. А с другой стороны, предупреждение, если действительно теряет время. Как врач, какие есть симптомы, тревожные значки, возможно, знаки у детей, если это онкология, да, на что следует родителям обратить внимание? Есть ли какие-то такие моменты, которые нужно сразу отслеживать? Ну, во-первых, нельзя пропускать профилактические осмотры. До года это раз в месяц на осмотр у педиатра. И в месяц, и в год сдаются анализы крови. Плюс при заболевании желательно, если врач рекомендует анализ крови общий, это, в принципе, самый такой простой, рутинный метод, но который может сразу показать, что что-то не то. Потому что если это онкологическое заболевание, то у детей это, как правило, достаточно очевидные болезни онкологические, то даже банальный анализ крови может показать. Если ребенок это после года, который уже ходящий, бегающий, развивающийся, то надо смотреть, как он набирает вес, как растет, как он интересуется миром, цвет кожи, как он ест, что он ест. И если эти вопросы у родителей возникли, не стесняйтесь их задать врачу. Если вопрос есть, значит должен быть ответ. Если вы не получили ответ у одного врача, идите к другому, ищите, приходите в док дети, и вы получите ответ. Но на самом деле, если есть вопрос, значит должен быть ответ. Если ответ не устраивает, ищите в другом месте. Что еще может быть? Ребенок может непонятно температурить, ни с того ни с сего. То есть вот эти моменты. Может быть увеличена печень или селезенка. Вот, допустим, боли в животе мы отправляем на УЗИ, там что-то вдруг выясняется. Ну, если это не банальные там, реактивные изменения, которые закономерны на фоне заболевания. Если мы рекомендуем консультацию онколога, то вот здесь вот тоже я родителей прошу вот этот факт отрицания постараться в себе успокоить. Если вам рекомендуется консультация онколога детского, то тоже. Еще часто бывает у детей кожное образование, типа гемангиом или каких-то невусов, то есть родимые пятна. Обязательно тоже за ними надо следить. Есть такой лайфхак, мы на пленочке обводим размер этого родимого пятна и потом раз в месяц прикладываем, смотрим, как оно растет. Потому что на глаз мы можем не отследить,
а у нас есть контур, по которому мы точно знаем. Соответственно, это тоже онконастороженность, и, возможно, потребуется консультация онколога. Очень интересно. Кстати, ни разу не слышала, на Да, самом деле, пожалуй, правда. так. Вообще, очень круто. Это, ну, действительно очень полезный совет, реально. Ну, потому что глазом нам кажется, вроде бы Да, ничего да, такого да, не да. происходит. А она выросла уже на миллиметр, а потом еще на миллиметр. А здесь у нас есть трафарет. Мы приложили, ну, только на плотной какой-то пленочке, там, обложка от тетради, которая... Ну, то есть он не должен увеличиваться со временем роста ребенка. Все равно вот как образование. Родимое пятно должно расти вместе с ребенком. То есть это параллельный процесс, а не так вдруг, что ребенок вырос, а пятно в 2 раза больше. Не обязательно в ширину, оно может расти в объеме. Если оно меняет цвет, пульсирует или нагнаиваться начинает, то прям бегом к врачу. Сейчас по опыту врачебному часто, вот слово онконастороженность сегодня звучало очень часто на самом деле. Вы чувствуете эту онконастороженность вот сейчас больше, чем когда-либо? Или, в общем-то, отношение, к сожалению, пока не меняется, и все в таком позитивном настрое думают, что их не коснется? Мне кажется, сейчас все на чиле, на расслабоне. Но я не вижу вот этого. Был какой-то период, какая-то волна, и прям все поголовно ходили сдавать онкопанель, стандартный набор, даже я знаю, вот в ЦМД, лаборатории ЦМД у них есть мужской набор, женский набор. И там в основном наиболее частые, которые встречаются у людей, опухоли, там у женщин рак груди, рак яичников, рак матки, у женщин, у мужчин рак простаты, рак яичек. То есть вот, и там вот эти вот онкомаркеры, которые в крови показываются, можно было сдать. И прям был такой ажиотаж. Но это было лет 5 назад. А сейчас как-то все так подстихло, да, ну потому что нет информации. Про нее не говорят. Почему-то, когда человек слышит свой диагноз, он старается его умалчивать, и как будто это проказа какая-то, ему стыдно или страшно. Не знаю почему, но вот человек не афиширует. А может быть и зря. Если бы он рассказал об этом, не боялся об этом рассказать, он бы получил поддержку от коллег по работе, от друзей. Ведь это очень важно. Я, кстати, тоже этого не сделала, когда уже потом, спустя много лет, я рассказала, и мои подруги рыдали вместе со мной, и говорят, ну почему же ты не сказала? Мы бы тебя поддержали, как-то что-то тебе, ну там, ну просто побыли бы вместе с тобой как-нибудь. А я сказала, знаете, мне было страшно вам рассказать. Мне казалось, что я какая-то, не знаю, вот тут врачебный мозг полностью отключается, наверное, а просто ты как простой человек, и вот ты не знаешь, что с этим делать, какой-то страшный диагноз. Скажите, пожалуйста, с точки зрения больше врача, что еще, помимо того, что мы говорили по поддержке региональной медицины, что еще можно и нужно сделать с вашей точки зрения для того, чтобы онкологии стало в стране меньше? Ну, на мой взгляд, должны быть определенные разработанные системы скрининга для выявления онкологии. В детском возрасте можно его добавить ребенку в год, как диспансерный осмотр. Потом в период 6-7 лет, когда опять идет перестройка организма. В период полового созревания 13-14 лет. И 18 лет, когда особенно они проходят уже вот такую диспансеризацию, но мальчики для армии, а девочки, наверное, тоже должны проходить. И особенно, когда они приходят на прием к гинекологу, то это прям вот обязательная программа. И далее, там, когда женщина готовится к беременности, там не всегда берется на онкологию. И, допустим, каждые 10 лет. Как прививка от дифтерии. Каждые 10 лет положено сделать. Также каждые 10 лет человек должен пройти онкообследование. Онкообследование что оно включает вообще вот в целом, если говорить? Ну, часть онкообследования проводится. Допустим, маммография у женщин, УЗИ молочных желез, УЗИ мошонки и предстательной железы у мужчин. Есть онкомаркеры у женщин на онкологические заболевания, наиболее часто встречающиеся. Это рак молочной железы, матки и яичников. То же самое у мужчин, наиболее часто встречающийся рак.
Поэтому я думаю, это тот минимальный набор, который, в принципе, и необходим. Ну, можно делать еще УЗИ лимфоузлов, чтобы исключить. Ну, обычно это делается, чтобы исключить метастазы, но, в принципе, это достаточно легкий метод, который можно сделать и как скрининг. Мы сегодня говорили о том, что онкобольные, онкопациенты, бывшие или существующие, да, которые в ремиссии, это уже другие люди. Ну, условно, они по-другому чувствуют жизнь. Вы ощущаете на себе вот это, ну, условно, другое некое восприятие? Или уже все прошло, и не хочется даже вспоминать об этом и думать об этом? Но в тот момент, когда мне пришло осознание, что я должна жить, мир, конечно, перевернулся. И я поняла, что каждая минута, каждый час, каждый день — это счастье. И, в принципе, это сейчас со мной всегда. Ну, с какими-то небольшими погрешностями, но я не могу быть всегда на позитиве каждый день. Переосознанность, вот это вот переосмысление, оно, конечно, пришло. Может быть, не в том градусе, как тогда, но это есть. Вы вспоминаете то состояние хотя бы иногда сейчас? Нет, я не хочу вспоминать. Это слишком больно. Слишком больно и тяжело. Но иногда это помогает, когда какая-то ситуация сложная, и ты понимаешь, что не можешь выбраться. Даже история у близких, которые с этим сталкиваются, на самом деле, по их поддержке. Как ваш муж реагировал? Я помню, про поддержку вы сказали, но вспоминает ли он сейчас вот то состояние? Он старается никогда не вспоминать, и даже если он видит меня в каком-то таком задумчивом состоянии, как-то один раз ему сказал: ты знаешь, я вспомнила. Он говорит: зачем, не надо. Мне кажется, он старается от себя это гнать, вообще не вспоминать. Сложно, правда? Очень Тема. сложно, конечно. Ну, будем надеяться, что все хорошо. Мы в канун Нового года. Еще раз искренне спасибо большое. Пусть все ваши желания исполняются. Спасибо большое, что вы пришли на съемку. Спасибо Дай Бог вам здоровья. за приглашение. Спасибо.